Зачем мы поехали на плато Бермамыт? Чтобы найти себя. Вправо-влево, никуда резко не уходить. Кушать. Хочется кушать. Но потом какие-то негодяи. Прикольный видосик. Посмотри, Марк. Круто же. Ого! По-моему, мы не в те степи ушли. Всем привет! Это я, Максим, вы снова на канале Мотомаксимус. Если вы уже со мной, вы знаете, в чем дело. Если нет, подписывайтесь и точно все узнаете. Сегодня у нас середина осени. Напомню, мы находимся в городе Кисловодске, Ставропольский край. Недавно мой товарищ, мой друг признался мне, что всю жизнь прожил в Кисловодске, но никогда не был на плато Бермамыт. Сегодня мы исправляем эту проблему. Я покажу ему дорогу, наслажусь еще раз этим местом и, конечно же, покажу ему вам. Поехали! Итак, друзья, мы отправляемся к месту, о котором можно говорить бесконечное количество раз, но все же лучше его один раз увидеть. Лично я попал туда первый раз, когда мне было лет, наверное, 18, и с тех пор я бываю там, как минимум один раз в год. Для тех, кто хотя бы приблизительно понимает мой возраст, не составит труда посчитать, сколько раз я уже там побывал. От Кисловодска до плато Бермамыт есть несколько разных маршрутов. Самый распространенный и самый простой маршрут проходит через поселок Индустрия в сторону поселка Кичибалык. Не доезжая до поселка Кичибалык, вы сворачиваете с асфальта направо и по грунтовым дорогам двигаетесь к плато. Но мы сегодня поедем другой дорогой, которую лично я считаю более живописной, так как большая ее часть проходит не по асфальту. Находясь условно в центре города Кисловодска, вы двигаетесь в сторону улицы Катыхина. Это окраина города, которую мы местные так и называем – район Бермамыт. И, кстати, я там вырос, и, возможно, еще поэтому мне так нравится это направление. От окончания улицы Катыхина мы поднимаемся до поселка Илькуш и, проехав его насквозь, попадаем на грунтовые дороги, которые поведут нас к плато Бермамыт. Вот зачем тебе это? Что? Ну, в смысле, зачем мы поехали на плато Бермамыт? Чтобы найти себя. Вот, видишь? Мы едем, видишь, дорога какая набитая, все супер. А мы когда малые были, по детству ездили, столько машин не ходило в том направлении. И мы порой дорогу прям искали, потому что ее не так часто пробивали. Вот, а теперь ее видно, едете по основной главной дороге. Главное, вправо-влево никуда резко не уходить. Фактически Бермамыт представляет собой часть скалистого хребта около верховья двух рек – Кума и Малка. Главная часть плато, так называемый Большой Бермамыт, расположен на высоте 2592 метра над уровнем моря. Меньших размеров скалистый выступ рядом, который называют Малый Бермамыт, его высота 2643 метра. Название плато пришло из тюркских языков и означает «кривое колено». Хотя есть и другие версии. Например, жители окрестностей говорят, что на самом деле название нужно произносить как Бурмамыт, что значит кудрявый. Дело в том, что огромное количество кучевых облаков обитает в этих краях. Во времена Советского Союза здесь функционировала метеорологическая станция, потому что Бермамыт считается своеобразным зеркалом погоды этого региона. Здесь формируются грозы и подчас даже можно наблюдать атмосферное электричество. Также на плато можно наблюдать редкое природное явление, его называют призраком. Явление представляет собой радужный круг, светящийся в глубине пропасти, в котором видны фигуры людей. Отражаются все движения. Это явление довольно непродолжительное, поэтому нужно успеть им насладиться.
Физики научно обосновывают факт, что люди наблюдают собственную фигуру на густом облаке. Связано это с преломлением лучей света, проходящих через туман. Признаюсь вам честно, за все разы, что я приезжал сюда, мне всего лишь раз повезло быть свидетелем такого явления. И поверьте мне на слово, это прям очень круто. Бир-Мамыт известен очень давно. Еще в 19 веке горцы устраивали поездки сюда для отдыхающих на курортах Кисловодска. Дорога сюда была не близкой, на лошадях с повозками ехали порой целый день. В свое время этими местами были покорены многие знаменитые люди того времени. Старожилы говорят, что Михаил Юрьевич Лермонтов очень любил приезжать сюда, чтобы полюбоваться величавым Эльбрусом. Именно Эльбрусом. Дело в том, что в ясную погоду с плато Бир-Мамыт открывается, пожалуй, один из самых живописных видов на эту гору. Так, духовной пищей напитались. Пришло время пищи обыкновенной. Кушать. Хочется кушать. Это святое. Приехали, на все посмотрели, покушали, все супер. Лично от себя хочу резюме дать. Я езжу сюда, лет с 16, наверное, с 18. И в моем детстве, когда я сюда приезжал, я мог приехать и 3-4 часа, 2 часа находиться здесь совершенно один. И я любовался вот этой красотой. Сейчас, к сожалению, последние лет 5 я сюда приезжаю, и я не могу поймать такой момент, чтобы я здесь был один. Здесь очень много туристов, люди приезжают. Конечно, я не заявляю свои какие-то личные права на это место и не имею на это права, но раньше мне нравилось больше. Вопрос, что лучше? Чтобы такие красивые места оставались дикими, нетронутыми, до них было тяжело добраться, и лишь немногие знали о них и добирались до них. Или же делать из них туристические такие места, подводить к ним хорошие дороги, как сделали на Джилусу. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях, обсудим. Я лично придерживаюсь первого варианта. Так что, друзья, как-то так. О Эльбрусе сложено много легенд. Одна из них гласит, что давным-давно Эльбрус был вовсе не двуглавой вершиной, а могучим и мудрым вождем богатырей нартов. Вместе с богатырями он участвовал в мирных пирах и жестоких битвах, охотился и отдыхал в кругу друзей, загорался гневом и страдал от любви к прекрасным горным южным красавицам. А еще эта легенда говорит о том, что рядом с Эльбрусом всегда были его два верных стража, два пса. Они сопровождали богатыря на охоте, помогали ему в схватках с хищными зверями, ночами охраняли его сон. А когда нарты вместе с их вождем были наказаны богами за невинно пролитую кровь в междоусобной битве и превратились в горы, у ног их хозяина Эльбруса окаменели и его верные псы, Большой и Малый Бир-Мамыт. Вот тут очень интересное место. Сейчас подъедет мой товарищ, и я расскажу о нем обязательно. Глуши мотор. Я просто обязан тебе рассказать, так как я взялся на себя сегодня быть его гидом. Я просто обязан тебе рассказать про это место. Видишь? Короче, рассказываю. Это бочка в бочке. Раньше они стояли вертикально. И вот если видите, здесь остатки железа. В ней был забетонирован рояль. Кто, если когда-нибудь видел состояние разобранного пианино, внутри есть такая огромная чугунная массивная плита, на которой держатся все струны. Так вот, в 70-е годы какие-то энтузиасты приволокли эту чугунную плиту сюда и забетонировали ее в этих бочках. И это место всегда было маяком, его было видно издалека. Но потом какие-то негодяи ее сломали и распилили на куски, видать, на металл сдали. Обидно. Это возвращаясь к вопросу, делать ли такие места туристическими или оставить все-таки их дикими. Поехали мы дальше.
Любопытный факт связан с высотой плато. Большой Бермамыт визуально кажется наиболее высокой точкой, хотя на самом деле его высота на 51 метр меньше, чем у Малого Бермамыта. Просто у этой горы площадь меньше, поэтому она и получила свое название. Плато Бермамыт отличают невероятная красота скал, представляющих собой двойной амфитеатр. Он образован в форме полукругов, на вершину ведут выточенные ступеньки. Так распорядилась природа, потому что из-за перепадов температур, ветра, снега известняк значительно разрушился. Высота обрывов в некоторых местах доходит до 170 метров. Идем под подножью скалы, чтобы максимально близко приблизиться к этой громадине. Тут очень круто. Тут, когда идешь, сумасшедшее эхо. Вот не знаю, схватит камера, нет? Ого! Сюда доезжают только те, кто знают об этом месте. Поэтому я и притащил нас сюда. Сейчас посмотрим все это в масштабе. Но это мощь. Это просто мощь. Эти кусочки камушков, как вам, а? И наши мотики, как муравьишки. Это очень круто. Оно того стоит. А? Круто же? Когда вы находитесь на плато, вам кажется, что вы находитесь в непосредственной близи от горы Эльбрус. Однако расстояние до нее порядка 30 километров. Оптическая иллюзия обусловлена прозрачным горным воздухом, который визуально уменьшает расстояние между объектами. Вот это да! Офигеть! Я могу вот... О! Я вот здесь заберу квадр. Посмотри, Макс, кадры. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Здесь можно реально... Ты говоришь, следы от машины. Это не от машины. Видел, колея? Это квадр. Это квадр? Да. В Машина общем, там, видимо, мы где-то- уехали от туристического места и не прогадали. Посмотрите, здесь никого нет, кроме нас. Это просто бомба. Вот это покажи, смотри. Там внизу скалы ничего Обалдеть, нет. там ничего нет. Там ничего нет вообще. Вот это да. И, кстати, пока он не слышит, Я заберу квадр. пока он не слышит, я вам признаюсь, я здесь тоже сюда ни разу не заезжал. Говорю, место классное, да, тебе нравится? Да. Ему нравится, видите, как я... услышал. Я крутой гид, видите, как могу приводить? Какие места, в которых сам даже не был ни разу. Признаюсь честно, 1000 раз вот туда приезжал, но почему-то мне казалось, что сюда заехать нельзя. И благодаря вот этому вот, не побоюсь этого слова, безбашенному человеку, мы сюда попали. Так что, ребята, катать, не перекатать мест интересных. Вот что этот маньяк там делает, а? Заперся на самый край горы и разворачивается, а? Что за человек, а? Ну и вот почему они тут и там одинаковые, объясни мне. Не знаю. Опять природа сделала? Ну не может быть так, чтобы почему? аккуратненько все так ссыпалось, гладенько, и вот такие овалы получались. Почему центр оставили, да? Может, какие-то культовые места, я не знаю. Как думаете, зритель? Вот там мы вам показывали точно такой же рисунок. Вот он такой же рисунок. Я в этом году был в Крыму, на мысе Тарханкут. Там тоже такие рисунки проглядываются среди скал. Это делает природа по всей планете одинаковые рисунки? Или все-таки это кто-то сделал до нас? У кого какие мысли? По-моему, мы не в те степи ушли. Может, тут это, жертву приносили. Давай. Как покорить неизведанное? Если она уедет, он виноват в этом. Паш, посмотри, она сейчас упадет. Давай, залазь. Прикольный видосик. Черт, не упала. Офигеть! Ну ладно, пофоткаю его.
Беги, говорит, со всех ног обратно. Как тут бежать? Она не упала, слава богу. Зачем я это сделал? И есть еще кое-что, друзья, связанное с плато, о чем я расскажу вам, но, к сожалению, в этот раз показать не смогу. Это ночевка на плато Бермамыт. Астрономы, фотографы или просто любители космоса приезжают сюда ради съемок небесных явлений. Здесь хорошо прослеживается Млечный Путь и падение метеоритов. Это связано с удаленностью от крупных населенных пунктов. Небо обычно ясное и прозрачное. Но это еще не все. Дело в том, что если вы останетесь здесь на ночлег, самое интересное ждет вас утром на рассвете. Поверьте мне, рассветы здесь просто умопомрачительные, и сложно описать их словами, поэтому я очень постараюсь снять для вас фильм о рассветах на плато Бермамыт. Но, конечно же, это будет уже в следующем сезоне. В общем, мы пока спускались, я подумал так. В следующий раз берем провизию, едем сразу через Хасаут, поднимаемся, отсюда заезжаем красиво и там разбиваем лагерь. Да, и больше расскажем про это место. И надо Палатками, вот с эту, палатками, с ночевкой можно. вот эту половину больше надо исследовать. И вот это надо изучить нам место, потому что тут мы не лазили. Мы всегда лазили вот там, вон, туристический кусочек. Но этого уже нам мало. Мы хотим изучить то, что у нас за спиной. Так что следите за нашим каналом, вам будет интересно. А мы поехали домой и по традиции путешествуйте и всем добра.